Добрый день, уважаемые зрители, уважаемые подписчики, уважаемые донаторы. Я Валерий Табаков, юрист. Сегодня будет подробный разбор судебного заседания Шевченковского районного суда города Львова, которое состоялось 26 ноября 2025 года по делу об убийстве известной языковедки, общественной деятельности и бывшего народного депутата Ирины Фарион. Обвиняемый 18-летний Вячеслав Зинченко из Днепра, ему вменяют умышленное убийство по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины с квалификацией по мотивам национальной нетерпимости. Это преступление, санкция за которое предусматривает вплоть до пожизненного заключения. Я сосредоточусь конкретно на той части заседания, где рассматривались ходатайства стороны защиты. Их было несколько. Почему это важно, друзья? Потому что именно через ходатайство защита пытается пробить брешь в доказательной базе стороны обвинения, выявить процессуальные нарушения и защитить права своего подзащитного. Я разберу все конкретно по полочкам, что называется, контекст дела, каждое ходатайство, аргументы сторон, позицию суда, нарушение прав и, конечно же, ошибки защиты. Я буду ссылаться на Уголовно-процессуальный кодекс Украины, практику Верховного суда, решение Европейского суда по правам человека, чтобы вы понимали, насколько серьезны поднятые вопросы. Если вы новичок в юриспруденции, не переживайте, я объясняю простым языком. Если вы юрист или просто следите за делом, будет много деталей. Поехали. Для начала контекст дела, чтобы вы вошли в курс. Ирина Фарион была застрелена 19 июля 2024 года во Львове прямо у подъезда своего дома. Один выстрел в голову. Она скончалась в больнице. Через несколько дней полиция задержала во Львове 18-летнего Вячеслава Зинченко, парня из Днепра, который приехал во Львов с неизвестной пока нам целью. Обвинение строит свою версию на комплексе доказательств. Адерологическая запаховая экспертиза, которая показала совпадение запаха Зинченко с места преступления на уровне более 99%. Видео с камер наблюдения, где видно фигуру, похожую на обвиняемого, показания свидетелей, в том числе тайных, данные о покупке оружия и, главное, это так называемое признание обвиняемого, полученное через негласные следственные действия в изоляторе временного содержания. Защита с самого начала настаивает: Зинченко невиновен. Он обычный подросток, который не особо интересовался политикой, а все доказательства против него либо сфабрикованы, либо получены с грубыми нарушениями. К ноябрю-декабрю 2025 года процесс идет уже больше года. Арест Зинченко постоянно продлевают, доказательства обвинения практически уже полностью все исследованы. Сейчас исследуются доказательства стороны защиты. Заседание 26 ноября 2025 года Шевченковского районного суда города Львова, где рассматривается это дело, стало важным этапом. На этом заседании, кроме ходатай стороны защиты, был допрошен отец обвиняемого, но в этом видео я не уделю
допросу отца внимание, а рассмотрю только то, что касается ходатайств стороны защиты. Итак, их перечень этих ходатайств, их содержание и значение для обвиняемого. Значит, адвокаты Игорь Сулейма и Владимир Вороняк подали 3 группы связанных ходатайств. Первое – о вызове в суд 2 кинологов, которые работали на месте преступления со служебными собаками. Что именно хотят выяснить адвокаты? В материалах дела есть 2 акта применения служебных собак. В одном акте собака взяла след ухода преступника, а в другом след вероятного прихода и ухода неизвестного лица. След прервался на улице Варшавской, и ни в протоколе осмотра места происшествия, ни на видео это не объясняется. Почему след прервался? Почему собака потеряла след? Подобрали ли преступника на машине? Или, может быть, собака ошиблась? Поэтому защита требует допросить кинологов, кто давал им указания, как рисовались схемы пути движения собак, почему акты не полностью интегрированы в протокол осмотра. Значение для Зинченко колоссальное. Протокол осмотра места происшествия – это фундамент всей конструкции обвинения. Именно оттуда идет траектория движения убийцы, привязка к видео и запаховая экспертиза. Если кинологи дадут противоречивые показания или подтвердят неполноту фиксаций, защита сможет заявить о недопустимости всего протокола осмотра места преступления по статье 87 УПК, как доказательство, полученное с нарушением закона. Вспомните дело Павла Шеремета. Там тоже оспаривали следы и экспертизы. И это сыграло роль. Здесь то же самое, друзья. Один допрос может поставить под сомнение всю цепочку улик. Второе ходатайство о проверке возможных связей ключевого свидетеля обвинения Полянского. Связь предполагается этого свидетеля с правоохранительными органами. Кто такой Полянский? Это человек, который, по версии обвинения, продал Зинченко оружие, пистолет, из которого якобы стреляли в Фарион. Защита выяснила, что Полянский ранее работал в Главном управлении национальной полиции в Днепропетровской области. И адвокаты требуют либо повторного допроса свидетеля, либо истребования документов о его трудовой биографии, чтобы установить, не сохранил ли он связи с полицией на момент дачи показаний. Значение очевидно. Если подтвердится заинтересованность свидетеля, статья 75 УПК требует критически оценивать показания заинтересованных лиц. Его слова, этого свидетеля, могут существенно быть ослаблены, его показания, или даже исключены как доказательство. Без надежного свидетеля по оружию рушится вся версия о предумышленной подготовке убийства по национальному мотиву. И это напрямую бьет по квалификации преступления и может также снизить возможное наказание или даже
привести к переквалификации или оправданию. И третье, самое объемное ходатайство о вызове свидетелей, слышавших так называемое признание Зинченко в ИТТ номер 4 в Пустомытах, где он содержался под стражей. И в этом ходатайстве защита требует истребовать судебные материалы относительно вот этих вот свидетелей. Защита требует вызвать 4 человек, сокамерников Зинченко. Требует получить материалы Галицкого районного суда от 31 июля 2024 года о переводе обвиняемого из СИЗО номер 19 в ИТТ номер 4, а также материалы Львовского апелляционного суда от 29 июля 2024 года о разрешении на негласное следственное действие, аудио и видеоконтроль камеры. Почему это важно? Зинченко перевели в другое учреждение, якобы для применения мер безопасности, из-за угроз его жизни от радикально настроенных лиц, на почве русскоязычия. Однако вместо одиночной камеры, которая является одной из форм мер безопасности, его поместили в трехместную камеру, то есть перевели в другое учреждение, где каждые 4-5 дней менялись сокамерники. По словам самого Зинченко, их было значительно больше 2. Эти сокамерники, по версии защиты, оказывали на него давление, шантажировали, угрожали, вынуждая признаться в убийстве Фарион. Одновременно следствие получило разрешение на НСРД, негласные следственно-розыскные действия, и записало так называемое признание. Значение этого для дела трудно переоценить, если суд признает, что признание получено под давлением или в результате провокации, весь протокол НСРД будет исключен как недопустимое доказательство. Для этого защита должна подать ходатайство о признании этого протокола недопустимым доказательством. И вот этот протокол, это признание и запись, это один из главных козырей обвинения. Без него остается только косвенная цепочка: запах, видео, свидетели, которую защита разобьет легче легкого. А теперь перейдем к аргументации защиты по своим ходатайствам. Почему, по их мнению, эти ходатайства должны были быть удовлетворены? Адвокаты строят позицию на нескольких фундаментальных принципах Уголовно-процессуального кодекса. Полнота исследования доказательств. Статья 22. Это раз. Равенство сторон. Статья 7 УПК. Это 2. И обязанность суда устанавливать истину. По кинологам адвокаты говорят: акты применения собак – это всего лишь приложение к протоколу осмотра места преступления. Они, эти акты, не имеют самостоятельного доказательного значения. Без живого допроса кинологов невозможно понять, как собака взяла след и почему этот след прервался. И это напрямую влияет на оценку всего протокола осмотра. По Полянскому. Ссылка на возможную заинтересованность.
Это классический аргумент для проверки достоверности свидетеля, его незаангажированности. Защита признает, что вопросы можно было задать и раньше, но настаивает: лучше поздно, чем никогда, иначе будет нарушено право на защиту. По НСРД и сокамерникам здесь аргументация адвокатов мощнейшая. Защита подчеркивает противоречие. Меры безопасности по закону об обеспечении безопасности участников уголовного судопроизводства включают либо одиночную камеру, либо перевод в другое учреждение. Перевод был, одиночная камера нет. Вместо изоляции от радикалов в результате Зинченко был размещен в одной камере с такими вот радикалами, от которых его якобы хотели защитить. Адвокаты цитируют записку Зинченко, где он пишет, что если с ним что-то случится, имейте в виду, что он себя не убивал. И эта записка – это явный намек на давление. Они утверждают, то есть адвокаты, что разрешение на НСРД получено с нарушением. Следователь знал о мерах безопасности, но не указал это в ходатайстве в апелляционный суд. Адвокаты требуют персональные данные сокамерников, чтобы понять, были ли это обычные заключенные или же это легендированные агенты, провокаторы. Общий посыл защиты: без удовлетворения всех этих ходатайств суд не сможет объективно оценить доказательства, что нарушит в результате право Зинченко на справедливый суд. Ну а теперь перейдем к возражениям стороны обвинения. Прокуроры Дмитрий Петлеван и Елена Данилев выступают жестко и последовательно. Их главная линия – это затягивание процесса. По кинологам. Акты полностью соответствуют инструкции по организации деятельности кинологических подразделений нацполиции, приказ номер 145 от 2016 года. Схемы нарисованы по поведению собак. Все зафиксировано на видео. Возражений раньше не было. Допрос спустя 1,5 года кинологов, по мнению обвинения, бесполезен, поскольку кинологи выезжали на сотни вызовов, и их память, естественно, угасла. По Полянскому. В протоколе допроса указана частная фирма, где он якобы работал, а не полиция. Вопросы о прошлом можно было задать при видеодопросе, чего защита не сделала. Но, может быть, и сделала, но тогда Петлеван начал требовать отклонить эти вопросы, и суд таки согласился с Петлеваном. По НСРД. Меры безопасности реализованы переводом в другое учреждение. Одиночная камера не обязательна. Но на аудиозаписи, по мнению Петлеванова, угроз в сторону Зинченко не слышно. Персональные данные сокамерников – это конфиденциальная информация, которая не имеет отношения к предмету доказывания. Статья 160 УПК требует указать доказательное значение. Жалоб на условия содержания официальных за весь год не поступало. Прокуроры подчеркивают, материалы по переводу и НСРД уже открыты защите по статье 290 УПК. А новые запросы, в том числе на допрос сокамерников, это так называемая рыбалка или фишинг в поисках гипотетических нарушений. Общий смысл.
позиции обвинения, защита злоупотребляет процессуальными правами, пытаясь искусственно затянуть дело. Позиция суда на этом заседании была осторожной и сбалансированной. Судья Петр Невойт отказал в проверке связей Полянского, мотивируя тем, что защита имела возможность задать вопросы в то время, когда Полянского допрашивали. А текущих данных по его личности достаточно. По кинологам ходатайство удовлетворили. Суд признал, что разъяснения нужны для полноты. Что касается НСРД и сокамерников, суд отложил решение по удовлетворению ходатайства и обязал прокурора предоставить запрошенные судебные материалы для анализа и объединил все вопросы в одно производство. Судья несколько раз предупредил защиту о возможном ограничении предоставления доказательств, если будет судом установлено умышленное затягивание процесса. Заседание закончилось, следующее было назначено на соответствующую дату 2 декабря. В целом суд старается сохранить баланс сторон, но одновременно с этим видно, что суд явно раздражен повторяющимися постоянными постходатайствами стороны защиты. Мы помним, как в свое время адвокат Сулейма с грубой критикой обрушился на адвоката Немировского, который, по его мнению, по мнению Сулеймы, раньше срока подал ходатайство о присоединении к материалам дела. Там 2 видео, где человек, похожий на Вячеслава Зинченко, в двойном экземпляре попал в кадр. Это явилось причиной разлада в лагере адвокатов. И в результате Юрий Немировский таки покинул дело и сейчас в нем не участвует. А вот теперь суд, как и предполагал тогда Немировский, суд наступает на хвост адвокатам, Вороняку, Сулейме и говорит, что же вы, значит, затягиваете процесс. Все ходатайства нужно было подавать вовремя. Что это вы, господа адвокаты? Но это теперь останется на совести Сулеймы. И самый важный вопрос, друзья. Были ли нарушены права обвиняемого? На мой профессиональный взгляд юриста, да. И очень серьезно. Особенно в части получения признания. На предыдущих заседаниях исследовалась аудиозапись НСРД. То, что там слышно, шокирует. Сокамерники открыто требуют от Зинченко самооговора и признания вины. Когда он, Зинченко, ссылается на свое конституционное право отказаться от дачи показаний, статья 63 Конституции Украины, один из них, из сокамерников, отвечает примерно так. Это ты перед прокурором и следователем можешь молчать, а передо мной нет. И это, друзья, классический пример провокации преступления и вынужденного признания. Провокация запрещена частью 3 статьи 271 УПК. Нельзя побуждать лицо к совершению преступления или получать показания угрозами, шантажом или насилием. Вынужденное признание нарушает статью 28 Конституции Украины, запрет пыток и жестокого обращения, и статью 6 Европейской конвенции «Право на справедливый суд».
Практика ЕСПЧ в делах вроде Салдус против Турции или Навальный и офицеры против России однозначно. Такие доказательства недопустимы. Добавьте противоречие мерам безопасности, обвиняемого якобы изолируют от радикалов, а в результате помещают в одну камеру с ними. Если суд не исключит протокол НСРД, это станет мощнейшим основанием для жалобы в Страсбург. По остальным аспектам нарушений меньше, но общая картина вызывает вопросы к объективности расследования в политически чувствительном деле. И, наконец, друзья, в чем ошибки стороны защиты? Их несколько, и они могут дорого обойтись. Первое и главное – несвоевременность. Ходатайства подаются поздно, когда основные доказательства обвинения уже исследованы. Это дает прокурорам железный аргумент о затягивании и раздражает суд, который уже предупреждал об ограничении времени для защиты. Вторая – недостаточная подготовка аргументации по релевантности. По данным сокамерников, защита могла четче показать доказательное значение, статья 160 УПК, связав их напрямую с провокацией. Третья ошибка – отсутствие ранних жалоб. За год расследования не было официальных заявлений о давлении в камере, хотя аудио существовало. И это ослабляет позицию, выглядит будто вопрос возник вдруг. Четвертая ошибка – реактивный стиль. Защита больше реагирует, чем проактивно строит альтернативную версию, ища, кто же на самом деле настоящий убийца. В таком резонансном деле с мощной доказательной базой обвинения, 99% запаха, видео, оружия, нужно было действовать агрессивнее, что демонстрировал Немировский, которого Сулейма убрал. Агрессивно нужно было действовать и на досудебной стадии, а также действовать агрессивно в СМИ. Но, к сожалению, Сулейма и его приспешники в лице Татьяны Мусихиной начали кричать: «Заткните рот Табакову». Ну вот в результате получаем то, что получили. И эти ошибки, друзья, могут привести к тому, что даже сильные аргументы не будут судом услышаны полностью. Подводя итог, скажу. Заседание 26 ноября 2025 года показало, что защита еще борется, и у нее есть серьезные зацепки, особенно по НСРД и кинологам. Но время работает против нее. Если суд исключит признание и ослабит протокол осмотра места преступления, процесс может резко повернуться. В противном случае приговор будет суровым. Это дело не только об одном убийстве, оно о том, насколько наше правосудие способно устоять перед политическим давлением и обеспечить реальное равенство сторон. Спасибо, что досмотрели этот разбор до конца. Если видео было полезным, ставьте лайк, пишите комментарии, как вы оцениваете шансы Зинченко. Виновен ли он или является жертвой провокаций. Подписывайтесь на канал, включайте колокольчик, донатьте по возможности. Реквизиты в описании и в первом закрепленном под видео комментарии. Впереди еще много материалов по этому делу. Следующее заседание скоро. С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч.